Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В сезон кабачков хочу предложить вам 6 очень вкусных, полезных и простых в приготовлении блюд, которые можно приготовить из кабачка. Некоторые из них можно подать в качестве закуски на праздник. Некоторые блюда помогут вам разнообразить ежедневное меню. Все очень вкусно, полезно, а как готовить сейчас подробно все расскажу. Рецепт простой и быстрый в приготовлении. В сезон урожая кабачков получается еще и бюджетный. Для приготовления нам понадобится 2 небольших кабачка, 2 яйца, мука, соль, специи по вкусу, разрыхлитель, сыр. Подготовьте продукты. Кабачки подойдут и молодые, и более зрелые. Молоденькие достаточно промыть и срезать хвостики, а со старых срежьте твердую кожу и удалите семена. Затем натираем кабачки на терке или измельчаем блендером. Кабачковую массу хорошо отожмите руками. Получившуюся жидкость слейте. Твердый сыр можете взять любого сорта. Главное, чтобы он был натуральным и свежим. Натираем на терке. В миску с натертыми кабачками добавляем яйца, сыр, соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем ингредиенты, чтобы масса стала однородной. Я добавила еще один небольшой пучок зелени укропа. Перемешиваем. Далее добавляем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем массу, чтобы не осталось комочков. Если тесто покажется вам еще жидковатым, то добавьте еще пару столовых ложек муки. Количество муки зависит от зрелости и сочности кабачка. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем начинку, примерно по 2 столовые ложки на 1 блин. Равняем ложкой. По этому рецепту можно обжаривать оладьи, но мне вариант в духовке больше нравится. Никакого масла и готовится быстрее. Из указанного количества продуктов у меня получилось 8 блинчиков. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут. Оладьи должны зарумяниться. Я запекала одновременно 2 противня. Тот, что сверху, естественно, приготовился быстрее. Я его убрала и буквально пару минут доготавливала нижний противень. После чего достаем их из духовки и даем немного остыть. Затем складываем стопкой и подаем к столу. Очень вкусно со сметаной, томатным или другим соусом. Друзья, наверняка у вас появились идеи, что можно добавить в этот рецепт. Пишите в комментариях, всегда рада хорошим советам. Сегодня готовим соус из кабачков. Это очень вкусное летнее блюдо, которое готовила моя бабушка в сезон кабачков. По сути, это нечто среднее между рагу, гуляшом и супом. Получается сытное блюдо из разряда на каждый день. Но несмотря на свою повседневность, это очень вкусная и полезная еда. Для приготовления нам понадобится мясо, можно и без него. Кабачки, либо цукини, картофель, морковь, помидор, лук, перец горошком, соль. Первым делом подготовим мясо. У меня куриные бедрышки. Хорошенько их моем и нарезаем небольшими кусочками. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла до легкой румяности. Соус из кабачков можно приготовить просто на воде, но это будет не так вкусно, как в случае с мясом. Тем временем нарезаем одну среднюю луковицу небольшим кубиком и отправляем на дно кастрюли, в которой будет готовиться соус. Сюда же выкладываем поджаренное мясо. Картошку моем, чистим и нарезаем тонкими кольцами. Выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой, чтобы она покрывала картофель где-то на 1 палец. Ставим на огонь и тем временем займемся кабачками. Моем. Если кожица плотная, чистим и нарезаем кружочками. Если кабачки у вас крупные, то каждый кружочек нужно разрезать пополам или на четвертинки. Обжариваем кабачки в растительном масле до румяной корочки.
Овощи можно предварительно обмакнуть в муке, чтобы корочка получилась более явная, но тогда соус получится более плотным. Готовые кабачки выкладываем на отдельное блюдо. Я положила бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Подготовим зажарку. Чистим лук, нарезаем его мелкими кубиками и пассируем в небольшом количестве растительного масла около 3 минут. Затем добавляем к нему тертую морковку. Перемешиваем и готовим еще минуты 3-4. Помидор подсекаем крестообразно на макушке и обдаем крутым кипятком. Снимаем с него кожицу. Удаляем хвостик. Нарезаем мелким кубиком. Когда картофель будет готов, добавляем к нему обжаренные кабачки, зажарку из лука и моркови, нарезанные томаты и не забудьте посолить по вкусу. Перец горошком. Даем прокипеть минут 10-15. Соус готов, перемешиваем его, пробуем на вкус, если надо, солим. В конце приготовления я добавляю измельченный чеснок и зелень, так соус получится еще ароматнее. Даю постоять под крышкой минут 10 и подаю к столу. Вот такой соус из кабачков у нас получился. Вкусный, аппетитный и очень ароматный. Очень часто моя бабушка готовила его без мяса. Получалось вкусно, но в таких случаях она обваливала кабачки в муке. Тогда соус был более плотным и наваристым. Это вкусное летнее блюдо можно заправить перед подачей сметаной и посыпать зеленью. Лодочки из кабачков – это очень вкусное и яркое блюдо, которое можно приготовить не только на повседневный стол, но и для праздничного меню. Кабачки берем молодые, небольшого размера, с нежной и мягкой шкуркой. Начинку можете смело регулировать по своему вкусу. В любом случае, от такого блюда вы точно будете в восторге. Для приготовления нам понадобится кабачок, грибы, филе, сливки, лук, сыр, зелень, чеснок, соль, перец по вкусу. Кабачки моем и разрезаем на 2 равные половины. С помощью чайной ложки удалите мякоть, чтобы получились красивые лодочки. Толщина стенок должна быть не менее 7-8 мм, чтобы лодочка держала форму. Отправляем заготовки на противень для запекания, смазанный небольшим количеством растительного масла. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут. Это сделает кабачки в итоге не только нежными, но и сочными. Пока готовятся кабачки, приготовим начинку. Нарезаем лук. Я взяла зеленый, но можно и обычный репчатый. Куриное филе нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук в разогретом масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавляем куриное филе и обжариваем, пока мясо не перестанет быть розовым. Теперь добавляем нарезанные шампиньоны. Тушим все вместе пару минут. Срединки кабачков я также мелко нарезаю. Добавляю к остальным ингредиентам, тушу овощи около 3-4 минут. Готовую начинку солим, перчим. Вливаем сливки и доводим до кипения. Тушим несколько минут, чтобы масса загустела. В конце добавляем измельченный укроп, чеснок. Перемешиваем. Начинка готова. Вынимаем кабачки из духовки и наполняем их начинкой. В
Фаршируем щедро с горкой. При желании сверху можно посыпать тертым сыром. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов и выпекаем 5-10 минут. Время выпечки зависит от того, насколько вы хотите, чтобы растаял сыр. Просто поплавился или чуть подрумянился. Готовые лодочки украшаем зеленью и подаем к столу. Кабачки получаются очень сочные, нежные и вкусные. Такая закуска прекрасна не только в горячем, но и в холодном виде. А с начинками можно экспериментировать. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео с друзьями и не забудьте подписаться. Впереди еще много вкусных рецептов. Обжаренные без муки с молодым чесноком, зеленью, петрушки и кинзы. Это простое и вкусное летнее блюдо. Кабачки получаются очень ароматными и насыщенными по вкусу. Нам понадобятся кабачки, соль, перец, сок лимона, либо уксус, чеснок, сахар, зелень. Вместо кинзы можно взять укроп. Кабачки помыть, срезать торцы. Нарезаем пластинами. Толщина пластин должна быть не менее 1 см. Не стоит нарезать слишком тонко. В хорошо нагретую сковороду с растительным маслом выкладываем кабачки. Обжариваем с 2 сторон до румяной корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Пока обжариваются кабачки, займемся маринадом. Шинкуем зелень кинзы и петрушки. Чеснок почистить от шкурок и мелко порубить ножом. Соединяем в отдельной миске зелень, чеснок, сахар, молотый перец. 1 средний лимон разрезаем пополам. Выжимаем сок. Вместо сока лимона можно добавить 3 столовые ложки 9% уксуса. Перемешиваем. В пищевой контейнер выкладываем чуть маринада. Сверху 1 слой кабачков. Присаливаем по вкусу. Снова маринад. Кабачки. И так повторять, пока не закончатся все кабачки и маринад. Убираем в холодильник на 30 минут. Кабачки получаются очень ароматными и насыщенными по вкусу, не жирными благодаря отсутствию панировки. Их можно подавать к молодой картошке, жареной рыбе, как закуску на праздничный стол. Очень вкусно, сочно, с пикантной ноткой чеснока. Друзья, обязательно приготовьте эти кабачки. Вам понравится. Кабачки в сливочном соусе. Готовятся они легко и быстро, а получаются очень нежными, ароматными и вкусными. Список всех ингредиентов вы сможете посмотреть в описании под видео. Кабачки моем, я беру молоденькие, небольшого размера. Их не нужно чистить, так как кожица еще нежная и тонкая. Если у ваших овощей более грубая кожица, очистите их, а у крупных плодов удалите семена. Режем кабачки тонкими кольцами. Обжариваем 3-5 минут в глубокой сковороде с небольшим количеством растительного масла с 2 сторон на среднем огне. Выкладываем в 1 слой. Готовые кабачки перекладываем в отдельную тарелку. Остальные жарим по такому же принципу. Морковь измельчаю на крупной терке. Нарезаем зеленый лук. Сковороду я помыла. Наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла. Добавляем морковь, лук,
Тушим все вместе пару минут, не забывая при этом перемешивать. Помидор нарезаем небольшим кубиком и добавляем к овощам. Его можно заменить на 1 чайную ложку томатной пасты, разбавленной 50 граммами воды. Перемешиваем. Добавляем кабачки. Снова перемешиваем. Солим, перчим блюдо по вкусу. Наливаем сливки или сметану, воду. Перемешиваем содержимое сковороды, накрываем крышкой и тушим на минимальном огне 5-7 минут. Затем добавляем измельченный чеснок, зелень и тушим блюдо еще пару минут. Как видите, рецепт приготовления кабачков в сливочном соусе очень прост, но результат вас не разочарует. Такие кабачки будут вкусными как в горячем, так и в холодном виде. Могут послужить вам как гарниром, так и закуской. Если вы хотите побаловать домашних интересным блюдом из овощей, приготовьте кабачки, тушеные в сливках. Думаю, вам, как и мне, понравится этот рецепт. Готовим закуску, которую можно подавать на обед или ужин, и на ее приготовление уйдет не более 10 минут. Часто готовлю это блюдо летом. В моей семье его очень любят. Дешевый и одновременно полезный рецепт. Для приготовления нам понадобятся кабачки, соль, паприка, мука, чеснок, соевый соус, зелень. Кабачки берем небольшого размера. Если у вас молоденькие, можно их не чистить, только хорошо помыть и обрезать корешки. У моих кабачков шкурка плотная, поэтому я их чищу. Нарезаем небольшими полосами. Затем брусочками. Нарезанный кабачок перекладываем в глубокую миску. Солим. Добавляем 1 чайную ложку паприки и столовую ложку муки. Тщательно перемешиваем. Кабачки после нарезки влажные, поэтому панировка прекрасно прикрепится к каждому кусочку. В сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла. Чуть нагреваем и высыпаем кабачки. Обжариваем на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая. Тем временем подготовим укроп и чеснок. Когда кабачки поджарятся, станут мягкими, пересыпаем их в миску. Поливаем соевым соусом и посыпаем зеленью с чесноком. Тщательно перемешиваем и подаем к столу. Это блюдо очень легко приготовить и всегда получается очень ароматно и вкусно. Обычно подаю в холодном виде, тогда отчетливее чувствуется сладость кабачков, пряность приправ и пикантность чеснока. Друзья, спасибо, что посмотрели мой канал. Если вам понравилось это видео, вы можете поделиться им в соцсетях. Пожалуйста, поставьте лайк под видео и напишите комментарий или просто оставьте смайлик. Вам не составит труда, а мне будет приятно. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на кнопочку колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.